Всем привет, с вами Алла, и в этом видео покажу, как буду делать заготовочку из вот таких вот маленьких кусочков. Делать буду в стиле пэтчворк. Пэтчворком я не занимаюсь профессионально, это лишь для того, чтобы просто использовать вот такие вот обрезочки, чтобы не выкидывать их, а с пользой использовать. В этом видео мы сделаем заготовки. В следующем из этой заготовки я что-нибудь сошью очень полезное. Я сделала несколько пробных блоков, так как я профессионально не занимаюсь пэтчворком. И блоки делаю в стиле crazy, то есть нет никакой абсолютной логики, точности, абсолютно как ложится на душу, так и делаю. Итак, вот эти 4 блока я сделала на трикотажной основе, посмотрев видео в ютубе, их очень-очень много. Все предлагают разные техники, я для себя решила попробовать все, чтобы понять, какой больше нравится. Итак, это сделано на ткани ХБ. Ну, они достаточно плотненькие, такие, достаточно хорошо держат форму. Этот блок я сделала на основе также тканевой, но взяла вот более тонкую, вот такую вот подкладочную ткань. Тоже хорошо, он получается немного тоньше, ну, тоже имеет право быть. И этот блок я собирала без ничего, без каких-либо основ. Еще я пробовала на бумаге, мне не сильно понравилось, поэтому покажу, как буду делать вот такой. Для этого нам понадобятся шаблоны. Шаблоны у меня вот такие разной величины. Это обычная канцелярская папка. Очень удобно, она полупрозрачная, то есть когда я сошью лоскутки в что-то одно, я вот могу выбирать, какой блок мне нравится, где, как его разместить, и уже по шаблону я вырезаю. Итак, поехали. Итак, сегодня я хочу вот такие вот самые маленькие кусочки использовать. Я взяла один, взяла второй, лицом к лицу сложила. Они у меня не все такой одной формы, я все это буду потом равнять и начинаю шить. Для экономии я вот дошла до конца, беру вторые два кусочка, ну, вот, например, вот такой и такой. Также складываю лицом к лицу. Можно сделать закрепки. Если ткань не сильно плотная, я делаю закрепки. Вот дальше я взяла. И так делаю несколько штук для начала. Далее, обязательно после того, как вы прошили, вот у меня абсолютно разные длины получились эти полосочки, некоторые я сшила 2, некоторые вот по 4, это без разницы, все это потом дошивается, доделывается, все в процессе. И очень обязательно это все прогладить, то есть мы берем утюг и проглаживаем. Проглаживать нужно каждый этап. Сшили полосочку, прогладили. Конечно же, сразу можно обрезать нитки, ну, лишние вот торчащие. И если хотите, можно подровнять срезы, то есть, да, вот вы видите, у меня абсолютно она неровная, то есть я могу все выровнять по вот этой полосочке. Если бы у меня были квадратики, то выравниваем по квадратикам, ну, вот, в общем, вообще не важно, с чего вы сделали этот блок. Те, кто профессионально занимается пэтчворком, могут сказать, что я там что-то делаю неправильно. Девчонки, я просто показываю, как делаю, потому что это всего лишь заготовка, а в следующем видео я буду шить из нее и уже что-то интересное показывать. Я не занимаюсь пэтчворком профессионально.
Итак, когда я сшила несколько полосочек, я выбираю примерно, ну вот 2, ну вот эти 2. Накладываю их лицом к лицу, и здесь, ну вот сначала я беру вот так вот, ну, примерно настраиваю, как я хочу видеть этот блок. Я могу его вот так пришить, то есть тут оставить, это потом обрежется с этого кусочка, еще куда-то пришьется. Ну вот, вижу его вот так. Складываем лицом к лицу. На этом этапе лучше скалывать, если вы, конечно, профессионал, может и не нужно. Мне хватает 2-3 иголочек, я сколола и иду к машинке. Итак, после того, как я сшила, сейчас я буду пришивать 2 полоски. Ну, например, я беру вот эту. Так, смотрю, как мне она тут нравится. Нравится. Складываю ее лицом к лицу. Вот видите, верхний у меня срез более ровный, нежели нижний. Поэтому вот таким образом я его скалываю. Так. И беру второй кусочек. Лицом к лицу прикладываю ко второй стороне. Скалываю и прошиваю на машинке. После того, как я проложила строчки, обязательно отглаживаем. Все, отглаживаем каждый этап. Я швы не разутюживаю, то есть я их заутюживаю на одну сторону. И следующее снова пришиваем 2 полоски. Можно по одной, но 2 быстрее. Вот так я накладываю, да, то есть я вижу, что здесь, видите, у меня неровность. То есть я эту неровность совмещаю. Потом это все подровняется. Так, совмещаю этот. Ну и вот этот. Скрепляю и к машинке. Итак, плюс 2 полосочки у меня пришито. И уже по размеру я вижу, что я бы могла сделать 2 вот таких небольших блока. Либо же взять вот такой вот поболее блок и сделать уже один готовый. Но я не люблю, когда вот в блоке просто полоски, точнее, как я не люблю. У меня уже такое есть, а в этот раз я решила сделать что-нибудь интересненькое. Поэтому я вот буду вертеть, крутить и подберу по шаблону себе такой блок, который вот прям понравится. Далее, как я его буду вырезать? Либо я обвожу ручкой, которая исчезает от горячего, и вырезаю ножницами, либо беру просто линейку, прикладываю и вот таким ножиком для пэтчворка вырезаю по шаблону. Вот такие 2 блока у меня получились, делаются очень быстро. Конечно же, они маленькие, но так как у меня задумка, что они не должны быть все одного размера, у меня в ход пойдут все. И даже вот эти вот, которые я обрезала, да, вырезая вот эти блоки, я их тоже все пущу в дело, как говорится. И, ну вот, например, вот этот обрезок соединю с этим. И это будет просто мега крейзи, абсолютно крейзи. И, конечно же, эти все блоки я буду стягать, и потом из стеганых блоков мы соберем что-нибудь очень интересное. Ну что ж, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях свои идеи, догадки, что же это будет, что бы вы хотели, чтобы мы сделали из кусочков. Всем очень рада и до встречи в следующих видео. Всем пока-пока!